Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать новогоднюю композицию из подручных материалов. Для работы нам понадобятся следующие материалы: термопистолет, полимерный клей, гофрокартон, льняная или другая подходящая светлая ткань, шпагат, белые еловые ветки, можно применять ветки других цветов, просто приглушив их белой акриловой краской, голубые бусины и проволока для бисероплетения, небольшие ветки, лист белой офисной бумаги, ножницы, кружево, снежная паста, макетный нож или нож по гипсокартону, небольшой кусок тонкого картона, искусственная птичка, ее можно сделать своими руками или использовать готовую покупную, крупные перламутровые бусины или небольшие елочные шарики, акриловая краска, акриловый лак, глиттер, имитирующий снег, кисточки для красок и для лака, а также готовые ажурные листья. Как сделать такие листья, ссылочку я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Приступаем к работе. Для домика основы вырезаем из гофрокартона 4 вот такие одинаковые детали. Высота 23 см, ширина 14 см. Вы можете делать домик основы любого другого размера. Детали склеиваем. Также из гофрокартона вырезаем, а затем склеиваем 4 одинаковых детали размером 18 на 8 см. Далее домик я буду приклеивать к основе. Но так, чтобы картон был плотно склеен, в основе я вырежу отверстие. Домик будет не посерединке, а немного смещен в одну из сторон. Для приклеивания ткани я буду использовать полимерный клей.
На окно и крышу наносим снежную пасту. Как сделать такую пасту своими руками, ссылочку я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. После застывания снежную пасту покрываем акриловым лаком с добавлением глиттера, имитирующего снег. В работе я буду использовать вот такие листья. Как сделать такие листья, у меня есть отдельный мастер-класс, ссылку на который я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Кроме листиков я буду применять вот такие веточки. Это простые ветки, окрашенные в белый цвет. Также я буду использовать еловые веточки. Не обязательно они должны быть белыми, можно использовать зеленые, немножко приглушив их белой акриловой краской. Веточки также покрываем лаком с глиттером.
По желанию основу можно сделать чуть пошире и также декорировать обратную сторону. Также можно прикрепить гирлянду, например, сзади по периметру домика и по нижнему краю. Будет тоже очень красиво. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и принесет пользу. Благодарю всех моих подписчиков за то, что вы у меня есть. Спасибо за теплые слова, за поддержку, за лайки. Я очень рада, что по моим мастер-классам у вас получаются ваши прекрасные работы. Всем вам желаю творческого вдохновения, новогоднего настроения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!